Продолжаем нашу прогулку по самой масштабной и крутой ярмарке Польши. Мы еще не видели столько красоты, сосредоточенной в одном месте. Даже 2 серий оказалось слишком мало, чтобы показать обилие винтажа и антиквариата. Смотрите продолжение. Приветствуем всех на канале «Фарфор Европы». Тур по культовой ярмарке продолжается. Город Елена-Гора, регион Нижняя Силезия, Польша. В этой серии мы покажем то, что скрыто от глаз обычных туристов. И самое главное, сегодня мы покажем вам настоящую жемчужину, редчайшую фарфоровую чайную пару фабрики Кузнецова времен царской России. Как же она здесь оказалась? Смотрите в нашем видео. Очередной день ярмарки. Еще утро, но солнце уже давно встало. Товары давно разложены, продавцы поправляют последние штрихи и с предвкушением смотрят на покупателей. Это не просто рынок, а место встреч и общения. На ярмарке можно торговаться, узнавать истории вещей, встречать увлеченных коллекционеров и обмениваться опытом. Добро пожаловать в мир, где встречаются эпохи. Посмотрите на этот контраст. Безупречная монументальность статуи из белого камня и мягкий, струящийся голубой атлас кресел. Взгляд притягивает знаменитый сюжет. Это репродукция картины «Материнство» художницы Тамары де Лемпицко. Кстати, если вы, как и мы, влюблены в ее фирменную геометрию и бурный роман с эпохой ар-деко, вы просто обязаны посмотреть наше отдельное видео о Тамаре де Лемпицко. Плейлист «Удивительные рассказы фарфора». Ссылка уже на экране и будет в описании, а мы идем дальше. Каждая деталь на этом столе – это не просто посуда, а предмет искусства и инвестирования, который с годами становится только ценнее. Искусство, застывшее в фарфоре, от изысканного французского шарма Саргемин к новаторскому немецкому дизайну Розенталь. И тут же легендарный Майсен, с которого началась история европейского фарфора. За каждым из этих клеем скрываются десятилетия истории, закрытые мануфактуры и семейные тайны. Дождитесь финала нашего видео, и вы поймете, почему за этим фарфором охотятся коллекционеры со всего мира. Коллекционное чайное трио японской марки Наритаке – это шедевр японского фарфорового искусства. Богатый золотой декор с вкраплениями королевского синего на белоснежном фарфоре. На клейме иероглиф Камару. О его значении мы рассказывали в нашем видео о фарфоре Наритаке. Ныряйте в описание, там найдете ссылочку. Такое трио станет жемчужиной коллекции или украшением чаепития. А рядышком еще одно роскошное чайное трио. Посмотрите, как искусно проработана каждая деталь. Ручка чашки словно соткана из ракайли. Подобные витиеватые рельефные ракайли на фигурной ножке чашки и краях тарелок. Вы догадались, что это? Это же зарау. Яркие цветочные букеты словно оживают на глазури, приглашая на чашечку утреннего чая. Это не просто посуда, а настоящее украшение витрины. Коллекционные фарфоровые трио также хороши тем, что их можно использовать по прямому назначению, устраивая аутентичное чаепитие. Ведь качественный фарфор позволяет полностью раскрыть вкус напитка. А этот стол полностью захватили коллекционное трио Зарау. Фарфоровая мануфактура в городе Зарау, ныне это город Жары, славилась особой легкостью и изяществом. Несмотря на относительно недолгий срок работы, мануфактура отличалась потрясающей продуктивностью. За годы существования предприятия было создано около 26 тысяч уникальных форм и декоров. Совсем неплохо для мануфактуры, которая начала свою работу в стенах бывшей фабрики по производству гвоздей. Фарфор Зарау
который дошел до наших дней, имеет высокую ценность среди коллекционеров. О тайнах белого золота Зарау, уникальных дизайнах и трагическом финале легендарного бренда мы рассказываем в видео о Зарау. Ссылочка в описании, а мы идем дальше. Красоту хрупкого фарфора всегда подчеркивает холодный блеск благородного металла. Взгляд зацепился за набор из 6 серебряных вилок и 6 ножей с роскошными деревянными ручками. Это немецкий антиквариат. Вилки и ножи из серебра 800-й пробы. Видите клеймо? Полумесяц и корона. Традиционные немецкие клейма для серебра с 1888 года. Это стандарт для немецкого антикварного серебра, который обеспечивает идеальный баланс прочности и благородного блеска. А ручки вилок и ножей из ценных пород дерева. Их приятно держать, и они придают приборам особый эко-антикварный шик. Оригинальный футляр с шелковой обивкой многократно увеличивает ценность всего набора. Такой футляр показывает, что комплектом пользовались бережно или хранили как семейную реликвию. Представляете, этот комплект хранил семейные тайны больше века. Продавец оценил такой комплект в 2500 злотых. Это около 600 евро. И прямо при нас этот чудесный антикварный комплект был куплен коллекционером. Антикварное немецкое серебро с деревянными ручками буквально создано для жизни. Оно не требует повода, обожает тактильный контакт и превращает обычный завтрак в эстетичный ритуал. Однако, если после нашей прошлой прогулки по ярмарке ваши сердца, как и наши, украл культовый французский комплект Мальмезон от Кристофля, то вы понимаете, какой это уровень роскоши. Если немецкий антиквариат – это про уютные семейные традиции, то Мальмезон – это инвестиция в фамильный капитал, которая заявляет о вашем безупречном вкусе. Для тех, кто пропустил, в предыдущем видео мы подробно рассказывали о комплекте с позолотой Мальмезон от Кристофля. Кстати, именно этот узор считается эталоном французского «art de vivre» – искусство жить. Ссылочку на видео найдете в описании. Однако бывает, что мы устаем от пафоса и идеального ухода, требующего чистки каждого зубчика вилки. Что, если душа требует тепла, уюта и расслабленных домашних завтраков? Знакомьтесь, польская керамика из города Болеславец. Полная противоположность французскому шику. Никаких строгих линий. Это глазурованная масса, которую мастера до сих пор расписывают вручную специальными губками-штампами и кисточками. Видите фирменные павлиньи глазки и кобальтовые точки? Когда берешь в руки керамику из Болеславца, не хочется держать спину идеально ровно. Хочется завернуться в плед, налить облепихового чаю и просто выдохнуть. Это не понижение статуса, а просто выбор другого стиля. Так называемая smart luxury. Умная роскошь, любовь к ремеслу. Это еще и колоссальный финансовый дзен. Помните, в прошлой серии мы рассказывали, сколько стоит одна вилочка от Кристофля? И сравните цены на керамику Болеславца. А какой стиль выбираете вы? Любите строгую классику и стиль дорого-богато? Или вам ближе вот такой домашний стиль? Напишите в комментариях, мы все прочитаем и ответим. Керамика от Болеславца идеально подходит для неспешных семейных завтраков и воскресных чаепитий. Ее приятно держать в руках, она хранит тепло домашнего очага. Но когда в доме наступает время торжественных приемов и званых ужинов, сервировка стола требует совершенно другой эстетики. Настоящим украшением парадного стола становится коллекция «Афина» от мануфактуры «Фюрстенберг». Белоснежный фарфор и тончайшие золотые линии создают симфонию
достойную королевского приема. Если керамика «Болеславец» — это песня, то сервиз Афина — это классическая музыка. В нем геометрия форм соединяется с искусством. Если сервиз Афина от Фюрстенберг с его лаконичной геометрией переносит нас на залитый солнцем Олимп, то этот фарфор зовет туда, где пахнет дождем, вековыми дубами и безупречными манерами. Вы уже догадались? Перед вами легендарный бренд Эйнсли, поставщик британского королевского двора. Фарфор мануфактуры Эйнсли выбирали королева Елизавета II и принцесса Диана в качестве официальных свадебных подарков от керамической индустрии Великобритании. Английский костяной фарфор славится своей невероятной тонкостью, прозрачностью и особым блеском, который ценят коллекционеры по всему миру. А знаете ли вы, что фарфор Эйнсли считается одним из самых прочных в мире, несмотря на его прозрачность и хрупкий вид? Это чайно-кофейный сервиз на 6 персон от мануфактуры Эйнсли, серия Georgian Cobalt. Насыщенный синий кант. Глубокий, почти мистический оттенок синего традиционно ассоциируется с монархическим величием и роскошью. На этом же столе гостит шоколадный сервиз от Лимож. Глубокая, почти ночная кобальтовая глазурь подчеркивается золочением на чашках и блюдцах. Особое восхищение вызывает шоколадник строгой исторической формы с боковой ручкой, расположенной под прямым углом к изящному носику. Просто чудо-сервиз. А на этом столе настоящий фарфоровый вернисаж, где каждый предмет имеет историю и подчеркивает безупречный вкус. Практически весь этот фарфор – это Розенталь. Немецкий бренд Розенталь – это легендарный производитель фарфора с более чем 140-летней историей. Фарфор этой марки прославился благодаря сочетанию традиционного немецкого качества, новаторского дизайна и смелых коллабораций со знаменитыми художниками и кутюрье. Вы думаете, весь элитный фарфор одинаков? Посмотрите на эту тарелку из Лиможа. Это не просто посуда, это чистый французский шарм. Здесь совершенно иная палитра красок, цвета мягкие, пастельные. Но вернемся к фарфору Розенталь. Он буквально царствует на этом прилавке, затмевая все вокруг своим величественным блеском. Посмотрите, как много золота в декоре. Давайте в деталях рассмотрим этот потрясающий комплект бульонных чашек и тарелок от Розенталь. Посмотрите на это благородное сочетание, глубокий, насыщенный кобальтовый кант, поверх которого золото ложится тончайшим филигранным кружевом, а внутри нежные букеты цветов. Это чистая классика высокой мануфактуры. Но знаете, что самое интересное? Продавец поделился классным секретом современной сервировки. Сейчас правила этикета стали намного гибче, и вместо традиционного горячего бульона в таких чашках все чаще подают мороженое. Как вам идея? А это какой эксклюзив! Огромное коллекционное блюдо. Оно буквально приковывает к себе взгляд. И это тоже Розенталь. Настоящие коллекционеры знают, такие редкие вещи музейного уровня на прилавках не задерживаются. И действительно, едва мы успели заснять это роскошное блюдо, как его купили. И это несмотря на внушительную, по-настоящему высокую цену. Повезло, что успели сделать видео. Кстати, декор этого блюда выполнен в роскошном, узнаваемом стиле Майсен, старейшей фарфоровой мануфактуры Европы. Триумф барочной классики и высочайшего мастерства. Но на этом сокровища не заканчиваются. В ходе неспешной беседы возникла какая-то магия, и продавец
открыл нам свои секретные запасы. В нашей коллекции теперь 3 великолепных раритета. Вот это улов! Сейчас покажем. Две антикварные пары от Кузнецова. Гордость фарфорового дела царской России. Товарищество Матвея Сидоровича Кузнецова – это крупнейшая фарфоровая империя в царской России. Кузнецов контролировал около 2/3 всего керамического рынка страны. И жемчужина трансатлантического сотрудничества – кофейная пара немецкой мануфактуры Розенталь, декорированная вручную в США, известной студией Пикард. У каждой вещи свой уникальный характер и своя эпоха, а теперь они будут вместе жить на одной полке. Разгадка века. Помните тот безумно роскошный английский сервиз Эйнсли в редчайшем узоре Georgian Cobalt? Ну тот, где золото больше, чем на короне королевы Англии. Мы показывали его несколько минут назад. Так вот, его покупатель обнаружен. Точнее, его автомобиль на парковке. Владелец этого черного Triumph Spitfire явно знает толк в британском стиле. Глубокий кобальт фарфора, золото и черный глянец кузова авто. Этот парень приехал на ярмарку не просто тратить деньги. Он собирает идеальный интерьерный пазл. Интересно, а как он повезет эту хрупкую роскошь в открытом кабриолете? Наш 3-серийный марафон по ярмарке в Еленигуре подходит к концу. А если вам, как и нам, не хватило сегодняшней прогулки, обязательно посмотрите прошлые серии на нашем канале. А впереди новые блошиные рынки. Впереди самое интересное. Дальше вас ждет полный гид по выживанию на барахолках. Мы разберем, что брать с собой, как торговаться без стресса и как находить уникальные винтажные и антикварные вещи там, где другие проходят мимо. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить эту пошаговую инструкцию для коллекционеров. А пока ждете новые видео, напишите в комментариях, какой навык дается вам сложнее всего – сбивать цену или находить сокровища? Обсудим! Пока-пока! Увидимся!